Освобожденный после 5 лет заключения, Алексей ощущал непреодолимую тягу посетить могилу своей покойной возлюбленной. Подходя к кладбищу святого Иосифа на окраине города, он не мог унять дрожь. Легкий мороз, запах сырой земли, смешанный с опавшей листвой, и ощущение нереальности происходящего. Алексей замер, когда увидел надгробие. Белый мрамор с высеченными буквами казался вечным, но, опустившись на колени, он заметил нечто пугающее. Выгравированные даты говорили, что Лилия умерла еще до той самой аварии, изменившей его жизнь. В панике он провел пальцами по холодной гравировке, надеясь на ошибку. Но тревога лишь нарастала. Он направился к сторожу кладбища. За ветхим деревянным столом сидел пожилой мужчина, погруженный в радио. «Простите, сэр». Голос Алексея выдавал нарастающую панику. «Вы не подскажете, как давно установлено это надгробие?» «Какое именно?» — лениво поднял голову сторож. «Лилии Новак», — выдохнул Алексей. Старик нахмурился и, недоумевая, ответил: «Здесь нет никого с таким именем. Это я точно знаю. Сейчас перепроверю». Пробормотал он, перелистывая потрепанный журнал захоронений. Минуты тянулись мучительно долго, но, наконец, он подтвердил: Лилия Новак никогда не была похоронена на этом кладбище. Эти слова обрушились на Алексея, словно гром среди ясного неба. Он попытался возразить, описав надгробие, но старик лишь качал головой. Мысли вихрем крутились в голове Алексея. Возможно, последние 5 лет его жизни были основаны на лжи. После бессонной ночи, наполненной мыслями о возможном выживании Лилии, Алексей решил обратиться за помощью к своему другу детства, Никите, который теперь служил в полиции. Несмотря на годы разлуки, Алексей безоговорочно доверял ему. Добравшись до отделения, он замер перед стеклянными дверями. Воспоминания о прошлых арестах обожгли память. Сделав глубокий вдох, он вошел. Внутри Никита, заметив Алексея, сразу поднялся и подошел к нему. «Леха, я не ожидал тебя увидеть. Как ты?» «Бывало и лучше. Мне нужна твоя помощь, Никита», — ответил Алексей. Никита пригласил его сесть, и Алексей подробно рассказал о надгробии, его странных датах и отсутствии записей. Лицо Никиты сменилось с любопытства на тревогу. «Ты уверен в этом?» «Да. Мне нужно узнать правду», — с отчаянием произнес Алексей. Они углубились в полицейские базы данных. Официальные документы утверждали, что Лилия погибла в автокатастрофе. Но чем внимательнее они изучали свидетельства о смерти, тем больше нестыковок находили. Детали были расплывчаты, а в одном из отчетов фигурировало другое имя — Марина Лемке, с совсем иными данными. «Это заговор», — пробормотал Никита, нахмурившись. «Похоже, кто-то намеренно подменил их личности». Алексея пробрал холод, когда он понял значение этих слов. «Ты хочешь сказать, что Лилия могла выжить?» «Да», — ответил Никита, глядя ему в глаза. «Будь готов ко всему». С новой решимостью Алексей почувствовал прилив сил. Он отправился в кафе «Эсперанца» в центре города, где когда-то проводил долгие вечера с Лилией. Но теперь кафе было пустым и холодным. Никто не помнил ее, как будто она никогда не существовала. На выходе Алексей заметил знакомую фигуру — Артема, старый знакомый семьи Лилии. «Алексей, ты ведь только что вышел?» — удивленно произнес Артем. «Мне нужно знать, что случилось с Лилией». Голос Алексея дрожал. Артем огляделся и жестом предложил сесть. «Слушай, мне вообще не стоит с тобой говорить. После аварии отец увез Лилию. Она была жива, но ее отправили далеко отсюда. Она была беременна. Отец не хотел, чтобы кто-то узнал. Это могло опозорить семью». Слова Артема поразили Алексея до глубины души. «Лилия жива? И беременна его ребенком?»
«Ты знаешь, куда ее отправили?» — хрипло спросил он. «Точного места не знаю, но ее увезли в Западный округ с помощью людей отца. Я ушел из их дел вскоре после этого. Не мог больше участвовать», — рассказал Артем. Потрясенный Алексей понял, что должен действовать. Вместе с Никитой они углубились в расследование и нашли следы в старом поместье семьи Новаковых в уединенной лесной зоне у реки. В одной из комнат Алексей и Никита обнаружили сундук с письмами Лилии. С дрожащими руками Алексей развернул первое. «Алексей, мой любимый, не знаю, дойдут ли эти строки до тебя. Меня держат здесь против воли. Я беременна, и отец хочет стереть все следы. Но я никогда не забуду тебя». В каждом письме звучали одиночество и отчаянная любовь. Среди бумаг они нашли доказательства. Банковские переводы, поддельные сделки, показывающие, как отец подстроил исчезновение Лилии и уничтожил улики. С этими доказательствами Никита организовал арест людей отца Лилии, которые следили за Алексеем и Лилией. Один из них признался. Сергей, отец Лилии, собирался вывести ребенка за границу, чтобы окончательно оборвать связь. На следующий день Алексей нашел Лилию в небольшом доме на окраине города. Когда их взгляды встретились, она прошептала: «Алексей, тебе нельзя здесь быть. Нам нужно поговорить, милая. Я не могу больше жить в неведении». Лилия рассказала всю правду. Отец заставил ее сменить имя на София и выйти замуж за Павла, чтобы полностью стереть прошлое. «Наш сын...» Алексей с трудом выдавил слова. «Его зовут Андрей. Он твой, Лёша. Всегда был твоим», — призналась Лилия. В парке он впервые увидел Андрея, мальчика с большими карими глазами, весело пинающего мяч. Алексей сдержанно улыбнулся. «Привет, чемпион. Любишь футбол?» «Да», — с энтузиазмом ответил мальчик. Это был их первый шаг к восстановлению семьи. С помощью Никиты и собранных доказательств они организовали арест Сергея во время тайной встречи с криминальными партнерами. Сергей попытался оправдаться, но суд был неумолим. Пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. После суда Алексей и Лилия гуляли по парку, обсуждая планы на будущее. Лилия призналась, что ее брак был лишь фикцией, устроенной отцом. Теперь они могли сами решать свою судьбу. В последующие дни Алексей переехал ближе к дому Лилии, проводил вечера с Андреем, помогал ему с уроками и радовался каждому моменту. Однажды вечером Андрей подошел к нему с рисунком, на котором были изображены они вдвоем. «Папа, это мы», — с гордостью сказал мальчик. Улыбка осветила лицо Алексея. Несмотря на все, через что они прошли, он знал. Теперь у них есть шанс построить свое настоящее и будущее вместе. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.